Сейчас попробуем, насколько хороша эта радость. Где я беру свой прекрасный скетчбук. И кривая дорожка смелых экспериментов. Честно говоря, опасаюсь все испортить. Поэтому портить будем что-то симпатичное, чтобы, если что, было бы грустно. И в этом нам поможет русская тушь суровая. Гвоздь 150 и тушь гамма. Вместе веселее. Тук-тук, покажи личико. Ты-дын. Смотрите, он набирает на себя тушь, но не факт, что она там удерживается. Начну с листиков. Пробую. Пишет, молодец. Слушайте, пишет вообще прям не хуже некоторых. Не хуже многих дорогих ерундистик. Просто гвоздь 150 рисует круче, чем многие линеры. Так, важно, какую линию дает. О, жирно, драматично. Но смотрите, линия не получается. Уже туши пытаюсь убрать салфеткой. Пробую штриховку, смотрите, какую тонкую линию дает перо. Хотел сказать перо, гвоздь. Гвоздь дает такую тонкую линию, но перерывы. Сразу же есть трудности, потому что для того, чтобы начать писать, гвоздю нужно, чтобы была небольшая лужа. Иначе он может по сухой бумаге не начать писать, не начать делать линию. Это проблема. То есть я чувствую, что в зависимости от поворота, небольшого поворота, он или может писать прекрасно, или может перестать писать вообще. Нужно приручить эту дикую тварь. Я думаю, проблема тут в конструкции, потому что чернила приходят сюда, остаются вот здесь, но не удерживаются. И если перо, например, оно и принимает чернила, отдает, то гвоздь принимает чернила, но отдает с неохотой. Он невоспитанный. Вы знаете, я попробовал основные элементы, которые используют для перьевой графики, и попробовал их рисовать пером, и я не вижу проблем. Не вижу таких проблем, которые я не мог бы закрыть с помощью этого инструмента. Есть, скажем так, небольшие трудности с тем, что расписать его может быть сложно и не очень долго удерживается на нем тушь чернила. Но, слушайте, это же гвоздь, это же гвоздь. Специализированные инструменты тоже трудности имеют. Это же гвоздь. Вообще, на самом деле, это же строительная история. Нужно проверить его на чертежах, на моих проектных чертежах, как он поведет себя. Там, где нужна точная линия. Это же все бесконечная погоня за великими монстрами. Вот, например, Борис Костыгов. Его великолепные графики, и все бы ничего, если бы не такие разрезы. Обалдеть. Один из проектов метро Адмиралтейская. Это арка главного штаба, там дворцовая. А вот здесь предполагалось, что такая история будет. Безумная красота. И вот такая безумная, информационная, умная красота. Борис Костыгов, блин, круто. Сначала, может быть, я отмечу историю с колоннами. Вот он на некоторых моментах, конечно, перестает рисовать, но потом, если его покрутить вокруг своей оси, то рисовать продолжает. Это он молодец. В истории с деревьями мы заходим довольно легко. Видимо, потому что тут происходит много вращения. Но нет, нелегко. Лужи появляются. Еще контрольные инструменты у меня нет. Ковыряюсь. Драматично, драматично. Ну, вы видите, он справляется. И может быть вот его формат, может быть вот такой формат или вот такой формат. Но даже на микроформате он чувствует себя неплохо. Но я постоянно заставляю себя прыгать между форматами, между большим форматом, вот типа такого, и микроформатом скетчбука, потому что это и технику двигает вперед и позволяет не упираться в какую-то одну или маленькую, или большую историю, а быть немного всеобъемлющим. Это полезно, это полезно. Какие проблемы с этим рисованием? Расписывается гвоздь не очень хорошо. Драматично, драматично. Что же с этим делать? Но если распишется, то с ним все окей. Рисует неплохо. Прям широкие линии делать трудно. То есть я наклоняю перо, и оно все равно не приходит к тому, чтобы рисовать мне сразу широкую линию. Приходится очень сильно опускать, потому что спуск вот этого острия, он довольно такой не очень комфортный для рисования. Зато тонкие крутые линии супер, изи. Мне нравится. Драматично. Мои любимые лужи туши он делает трудно. То есть, чтобы сделать лужу туши контролируемую, приходится немножко напрягаться. С этим проблема. Вот реально проблема. Я думал, что вот, например, такой большой формат делать лужи, маленький формат делать лужи, нет проблемы. А есть, да. Макать приходится не часто. То есть не настолько прям сильно чаще, чем я макаю обычное перо. То есть там оно как-то сохраняется. Вот на этих стенках гвоздя оно как-то сохраняется и приходит ко мне. И я продолжаю рисовать. И по поводу остроты гвоздя, он такой, как из магазина. Царапает ли бумагу? Нет. На той бумаге, которую я рисовал, он не царапает. У меня обычный скетчбук Canson, и все хорошо. Нет проблемы. Я рисую гвоздем, как рисую пером.
Слушайте, в этом есть очевидные плюсы, потому что ты берешь и чем угодно, что попало под руку, ты этим скетчишь. И скетчишь в том моменте, в котором тебя застала жизнь, тебе сделали звонок, и ты рассказываешь эту историю. Я нарисовал странные простые штуки, но я просто понимаю, что тут может быть и история, например, с чертежом. Если у меня нет ничего под рукой, я могу сделать свою, плюс-минус очень-очень-очень грубую проектную идею и отправить ее куда-нибудь туда, куда мне нужно. И для этого мне нужен гвоздь. У меня были такие ситуации, потому что, я как-то сижу в академии, и мне звонят, и нужно обсуждать проект про Люксембург. И один человек в одной стране, это Энн, она сидит где-то у себя в Германии, и еще один человек в другой стране, где-то в России. Я сижу в Петербурге в академии, у меня нету ничего под рукой. Я вышел во двор академии, и мне нужно срочно говорить о чем-то. Я нашел доску и рисовал на доске. На доске, слава богу, у меня был какой-то линер или маркер. Если нет ничего, можно из этой доски выдрать гвоздь и рисовать на земле. Нет проблемы. То есть я попробовал, и это получается. Это история про то, что это можно делать быстро. И это история про то, что это можно делать в моменте и очень обобщенно. То есть никакие детали у вас не получится делать, но обобщенно вы можете передать идею. И это прикольно, потому что это драматически не остается. Вот так вот ногой шур-шур, и все пропало. Если вы не сделаете шур-шур ногой, то это сделает кто-нибудь другой или дворник. Это не останется. И в этом есть что-то грубое и прекрасное. Мне нравится. Я, наверное, буду практиковать. Нужно будет положить в карман такую историю, тем более, что она, как вы видите, супер практичная. Она дикая, она странная, она дерзкая, но супер практичная. Так что я буду использовать. А теперь, я думаю, мы немножко перейдем к парадной графике. Вот со скетчбуком хорошо справляется, с улицей хорошо справляется, а с превосходной, со сложной графикой, как у меня, вот эти вот большие работы, что сделает перо? Сейчас посмотрим. Были такие моменты в Италии, когда я страдал от отсутствия пера. Мое перо сгрыз фокстерьер. Ему было все равно. Он не умер, у него все хорошо, но он сгрыз мое перо. Что с этим делать, я не знаю. В Италии я звездочку купить не мог. В общем, можно было бы, наверное, попробовать ихними какими-то перьями, но, в общем, у меня тогда не получилось. Я взял линеры, я взял ручки и экспериментировал с ними. Слабак. Нужно было взять гвоздь. Какой-нибудь манерный итальянский гвоздь. Может, еще симпатичнее история бы получилась, чем и нашим вот этим 150-кой обычной, брутальной. С гвоздем, конечно, есть проблемы. Вариативности нажатия просто нету. Ты давишь, и ты можешь проткнуть все, что угодно. Ты, может быть, стол можешь проткнуть этим гвоздем. Вариативности нажатия нету. Можно немножко поворачивать, и приходится все время поворачивать в процессе рисования, потому что он не всегда хорошо пишет всеми сторонами. Не любой стороной. Ты крутишь и подбираешь вот это вот то место, по которому чернила соглашаются стекать. И они стекают. Окей, работает. Но, может быть, то, что более драматично для меня, это то, что интенсивные пятна делать трудно. Для этого нужно менять хват. То есть берешь и вместо вот такого хвата берешь вот такой хват. И, так делаешь вот эту вот всю историю. Не очень удобно. Я думаю, как можно меньше. Но, это же гвоздь. Это же гвоздь, это же не ручка. Это просто гвоздь. Ты нашел его на стройке, ты взял его в руку и фигачишь нормальную графику. Так можно. Если использовать мой стиль изображения, собственно, на итальянских принципах выращен, он через всю вот эту большую историю мира проведен. Он работает как на парадной графике. Рядом с Русским музеем висит карта в Михайловском саду. Сходите, посмотрите. Вот. Окей. Так и на любом другом моменте. Потому что это рабочая тема. Ссылка в описании к видео. Вы знаете, где искать мои прям вот эти правильные уроки. Слушайте, в принципе, результат адекватен. То есть я смотрю, да, это можно использовать. Я, конечно, возьму в любом случае перо, если у меня будет такая необходимость, рисовать. Линер возьму, но если мне нужен, если у меня ничего нету, может быть, даже если у меня линер есть, но мне нужно получить графику тушью, потому что она превосходна, графику чернилами, потому что она превосходна, намного более превосходна, чем все, что может сделать линер. Я, наверное, вполне себе возьму перо. И это рабочая тема, вполне себе рабочая. Я точно ее положу в сумочку свою венецианскую.
Думаю, такую графику с нуля смог бы я. Ну, это нужно, конечно, провести эксперимент, но на основании того, что я уже успел сегодня попробовать за это видео, то, скорее всего, да, смог бы. То есть медленнее, чем перо, медленнее, чем линер, стопудово, потому что вот эти вот проблемы юзабилити. И, кстати, если вы знаете, как заточить гвоздь для того, чтобы он лучше рисовал, может быть, там нужны какие-то рисочки нанести, может, что-то подшлифовать, может быть, что-нибудь выбрать, может, нитку навернуть вот так, чтобы там чернила оставались. Напишите в комментариях, что вы думаете. Ну, может быть, есть у вас такой опыт. Это любопытно. То есть гвоздь, он как рисовальный инструмент. Он не заменит мне мои рисовальные инструменты, но я выкручусь. То есть я не буду переходить на гвоздь, только если это будет необходимо. Но он даст возможность выкрутиться. А это как раз та идеальная ситуация со скетчингом. Когда ты делаешь то, что тебе нужно, в тех условиях, которые у тебя есть, в то время, которое тебе необходимо. И делаешь результат адекватный, отправляешь его и... Браво, браво, все хорошо. Вот смысл скетчинга. А что меня особо в этом вдохновляет, это сочетание брутальности процесса и изящество результата. Это как парадокс, это как сочетание несочетаемых штук. Это как будто бы что-то грубое, брутальное может вот взять себя, перевернуть и сделать превосходный вариант, достойный совершенно других уровней нормы, нежели те, в которых существует гвоздь. Вот так, да. Ну и в конце концов, с гвоздем в руках можно отстаивать свои проектные идеи гораздо более, мне кажется, эффективно, нежели с Бинелли или с карандашом, с гвоздем, да. Ну и бюджет на картину, если вы художник. В общем, вот такая тема. Я ее раскрывать не буду, но мне кажется, вы чувствуете ее практичность. Если чувствуете практичность, ну дайте знать, что ли, в комментах. А знаете что? Давайте попробуем поприкладывать его к каким-то дорогим, например, вещам. Как хорошо будет чувствовать себя эта странная штука рядом, например, с моим Galaxy Note 20. Он свеженький, он крутой, он бодрый. Сейчас приложим. И фоном, допустим, будет мой скетчбук. Вот он. Galaxy Note. Вот он. Вот к нему стилус такой. И наш прекрасный гвоздь. Что получается? Слушайте, почти тот же самый форм-фактор. То есть по высоте не хватает, наверное, ему около сантиметра. Но адекватно, адекватно. Смотрите, адекватно. Немножко ржавый, немножко брутальный, но мне нравится драматизм. Вот этот вот, который прям тут нарастает. Он умеет делать так, смотрите. Упс. Упс. Эй. Упс. Упс. Он рисует, рисует, с ума сойти. Боюсь поцарапать экран. В общем, что ты думаешь про такую странную штуку и рисование ею, пиши в комментарии, ставь лайк, подписывайся. И тут хорошие видосы по рисованию. А внизу в описании к видео ссылки на мои уроки. Всем чао-чао. Меня зовут Эдуард Кичигин. Пока.